Сейчас на рынке есть множество отличных стратегий, которые предлагают игрокам различные сценарии и механики игры. Однако 2023 год обещает быть еще более интересным для фанатов жанра, так как нас ждут новые игры, которые удивят нас своим качеством и оригинальностью. Это видео я разбил на две части, чтобы уложиться в тайминг. Сейчас вам покажу первую половину, а вторую в следующем выпуске. Это быть инди, приятного просмотра. Fable Dome — новая многопользовательская онлайн-игра, которую разрабатывает студия Sablenet и которая уже успела привлечь внимание многих игроков. Fable Dome представляет собой фэнтезийную игру, в которой вы сможете исследовать огромный мир, выполнить множество заданий и битв и построить свой собственный город. В игре есть множество уникальных персонажей, каждый из которых обладает своей уникальной способностью и историей. Одной из ключевых особенностей игры является возможность выбора своей роли в игре. Вы можете стать магом, воином или лучником и развивать свои навыки и способности. Кроме того, в игре есть множество возможностей для кастомизации своего героя, от выбора внешности до изменения способностей и экипировки. Но что делает игру особенной? Во-первых, это уникальная система боевых действий. Вы можете использовать комбинацию ударов и заклинаний, чтобы наносить урон врагам, а также блокировать и уклоняться от атак. Кроме того, Fable Dome имеет огромное количество монстров, на которых можно охотиться, получать опыт и получать награды. Во-вторых, в игре есть возможность строить свой собственный дом. Вы можете выбирать место для строительства и настраивать его по своему вкусу, а также использовать его для отдыха и восстановления сил после битв. В-третьих, игра будет иметь развитую систему гильдий, в которых вы сможете объединиться с другими игроками, сражаться вместе и получать дополнительные бонусы. Наконец, стоит отметить, что игра будет выпущена на ПК и консолях нового поколения, что позволит игрокам наслаждаться ее красивой графикой и уникальной игровой механикой на полную мощность. Если вы любите фэнтезийные игры и хотите погрузиться в захватывающий мир с бесчисленными возможностями, то Fable Dome — это то, что вам нужно. Акватика — это уникальная песочница в открытом мире, в которой вы окунетесь в подводный мир с неизведанными океанами, глубинами и сокровищами. В Акватика вы играете за исследователя подводного мира, который сможет свободно путешествовать по океану и открывать новые места. В некоторые из них будут обитать рыбы, другие будут содержать растительность и ресурсы, а некоторые могут скрывать сокровища и тайны. Вы сможете создавать новые предметы, инструменты и оружие из найденных ресурсов, а также строить свою базу, где будете отдыхать, сохранять свой прогресс и обмениваться ресурсами с другими игроками. Одной из главных особенностей игры является его уникальный подводный мир с различными биомами и существами. Вы можете охотиться на них, собирать ресурсы и улучшать свою экипировку, чтобы быть более готовыми к встрече с новыми вызовами и опасностями. Игра предлагает игрокам большой выбор снаряжений и предметов, которые можно создавать и использовать в игре. Вы можете создавать снаряжение для плавания, дайвинга, охоты, а также строить свой дом и улучшать свои орудия для добычи ресурсов. Наконец, стоит отметить, что игра создается с использованием высококачественной графики, которая позволит вам полностью погрузиться в подводный мир и наслаждаться красивыми пейзажами и деталями. В целом, Акватика — это уникальная и захватывающая игра, которая позволит вам окунуться в мир подводного приключения и исследования. Если вы любите игры с открытым миром и возможностью свободного исследования, то игру обязательно стоит добавить в свой список, в который нужно поиграть. Company of Heroes 3 – ожидаемая военная стратегия в реальном времени, разрабатываемая студией Relic Entertainment. Игра является третьей частью знаменитой серии и предлагает игрокам уникальный опыт военных действий на территории Италии во время Второй мировой войны. Одной из особенностей игры является ее фокус на тактике и стратегии вместо быстрой реакции. Игрокам предстоит управлять большим количеством войск и использовать уникальные способности, такие как бомбардировки и разведка, чтобы достичь победы. Кроме того, игроки могут выбирать различные фракции, включая США, Великобританию, Германию и Италию, каждый из которых имеет свои уникальные юниты и стратегии. Графика игры восхищает своим качеством и детализацией, позволяя игрокам полностью погрузиться в атмосферу Второй мировой войны. Игроки будут сражаться на множестве карт, которые были воссозданы на основе реальных битв, таких как кампания в Италии, включая знаменитые битвы, такие как Монте-Кассино.
Ожидается, что в Company of Heroes 3 будет множество новых возможностей и улучшений по сравнению с предыдущими частями серии. Например, в игре будет система времени суток, которая влияет на видимость и другие параметры боя. Также игроки смогут строить свои собственные укрепления и использовать новые возможности, такие как укрепления для транспортных средств. В целом, Company of Heroes 3 обещает быть увлекательной и интересной игрой для всех поклонников жанра стратегий в реальном времени и исторических игр. Homeworld 3 – это продолжение знаменитой космической стратегии Homeworld, которая является одной из самых любимых игр в жанре. Разработкой игры занимается студия Blackbird Interactive, которую основали бывшие разработчики Homeworld. В Homeworld 3 игрокам предстоит управлять флотом космических кораблей и преодолевать препятствия на своем пути. В игре будет несколько фракций, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками и кораблями. Одной из главных особенностей игры станет проработанная система управления кораблями и их движением в космосе. В игре будет использована новая технология, которая позволит игрокам полностью контролировать корабли в реальном времени, используя технику инерции. Графика игры будет выполнена на высоком уровне и позволит игрокам полностью погрузиться в атмосферу космической битвы. Разработчики обещают улучшенную систему искусственного интеллекта, которая сделает игру более интересной и сложной. Игра также будет иметь мультиплеерный режим, где игроки смогут сражаться друг с другом в эпических космических сражениях. The Settlers New Allies – это новая часть популярной серии стратегических игр The Settlers, которая была анонсирована в 2021 году. Игру разрабатывает студия Blue Byte, которая уже не раз порадовала своих поклонников качественными проектами. Игра представляет собой экономическую стратегию с элементами пошаговой игры, где игроку предстоит управлять своей колонией и развивать ее. Игроки смогут строить здания, добывать ресурсы, создавать армию и вести войну с другими игроками. В игре появится новая система развития колонии, которая позволит игрокам управлять экономикой, улучшать здания и прокачивать своих рабочих. Игроки также смогут управлять своей армией, отправлять ее на боевые задания и сражаться с другими игроками в многопользовательском режиме. Одной из главных особенностей игры станет проработанная графика и уникальный игровой мир, который игроки смогут исследовать. Разработчики обещают, что игроки смогут увидеть множество интересных мест и встретить много новых персонажей. Некоторые игроки оставляют положительные отзывы, отмечая, что игра сохраняет классический геймплей серии The Settlers, одновременно добавляя новые механики и улучшения, которые делают игру еще более интересной. Многие игроки также хвалят красивую графику и звуковое сопровождение. Однако, есть и отрицательные отзывы. Некоторые игроки считают, что игра слишком сложная и требует много времени и усилий, чтобы разобраться в механиках. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. War Hospital – это игра в жанре симулятора госпиталя во время войны, разработанная Brave Lump Studios SA. Игрок будет управлять госпиталем во время войны, заботиться о раненых и спасать жизни. Игра основана на исторических фактах и событиях, связанных с медицинскими операциями во время войны. В игре игроку предстоит управлять медицинским персоналом, заказывать оборудование и лекарства, принимать решения в критических ситуациях и спасать жизни пациентов. В War Hospital игрок станет частью истории и сможет увидеть, как трудно было работать медицинским работникам во время войны. Игра имеет детальную и реалистичную графику, что позволяет игроку ощутить атмосферу военного госпиталя. Она также предоставляет игроку множество возможностей для творческого процесса и принятия решений, позволяя ему создавать свой уникальный путь в игре. Игроки отмечают глубокую историю, реалистичную графику, увлекательный игровой процесс и хорошо проработанную механику. Они также отмечают, что игра достаточно сложна и потребует от игрока внимательности и стратегического мышления, чтобы добиться успеха в своей миссии. Surviving the Abyss – это смесь рогалика и выживания, разработанная студией Rocket Flare Studios. Игрокам предстоит погрузиться в бездну океана и попытаться выжить в ней как можно дольше. Основной геймплей состоит из исследования подводных пещер, сражений с монстрами и сбора ресурсов, необходимых для создания оружия и инструментов. В игре присутствуют элементы процедурной генерации уровней, что означает, что каждый новый проход будет уникальным.
Основной акцент в игре делается на выживание в условиях бездны, где игрокам придется сражаться с голодом, жаждой и усталостью. В игре присутствует система крафта, которая позволяет создавать различные предметы, такие как оружие, экипировку и инструменты, необходимые для выживания. Графика в игре выполнена в стиле пиксель-арт, что добавляет ей особую атмосферу. Музыкальное сопровождение также играет важную роль в создании атмосферы игры. Игроки положительно отзываются о Surviving the Abyss, отмечая интересный геймплей и атмосферу игры. Однако, некоторые игроки отмечают, что игра может быть слишком сложной для новичков и не имеет достаточно разнообразия в долгосрочной перспективе. Fragile Existence – это игра, разработанная независимой студией Fragile Continuum. Игра представляет собой увлекательный пазл-платформер с элементами научной фантастики. В игре игрок играет, вот эта тавтология, за робота, который должен пройти через различные уровни, решая головоломки и избегая опасностей. Графика выполнена в стиле ретро-футуризма, что добавляет игре неповторимости и особенного шарма. В ходе прохождения игры игроку предстоит исследовать гигантские космические корабли и научные объекты, сражаться с роботами и многими другими врагами. В игре также присутствует множество загадок и головоломок, которые необходимо решить, чтобы продвигаться дальше по игровому процессу. Одной из особенностей игры является наличие множества вариантов прохождения каждого уровня. Игрок может выбрать свой собственный путь и решать задачи по-своему. Это делает игру еще более интересной и захватывающей. В целом, это увлекательная игра с интересным игровым процессом и прекрасной графикой. Игроки отмечают ее высокую реиграбельность и оригинальный сюжет, который заставляет думать и вникать в происходящее. Bulwark Falconer Chronicles – это приключенческая игра с элементами RPG и симулятора полетов от независимого разработчика Томаса Сала, создателя игры The Falconer. Игра представляет собой уникальное сочетание экшена, исследования и боевого пилотирования в прекрасном фэнтезийном мире. В игре вы играете за пилота-наемника по имени Дина, который живет в мире, полном войн, интриг и тайн. Ваша миссия – защитить королевство и его народ от врагов, используя свой собственный истребитель и навыки боя в воздухе. Игрокам представляется свобода исследовать огромный открытый мир, сражаться с врагами, участвовать в миссиях и выполнении заданий, а также настраивать и модернизировать свой истребитель. В игре есть множество типов врагов, от обычных солдат до боссов, и вы должны использовать все свои навыки, чтобы преодолеть их и защитить королевство. Игра предлагает уникальные графические возможности, такие как динамические эффекты погоды, реалистичная физика полетов и динамические бои в воздухе. В игре также присутствуют элементы RPG, такие как система прокачки навыков и возможность настройки и улучшения истребителя. Кроме того, игрокам доступен мультиплеер, в котором можно сразиться с другими пилотами в режиме PvP, а также кооперативный режим, где вы можете объединиться с друзьями и сражаться вместе против врагов. Bulwark Falconer Chronicles – это захватывающий и амбициозный проект от талантливого независимого разработчика, который позволяет игрокам погрузиться в увлекательный фэнтезийный мир, где им предстоит стать героями и защитниками королевства. Spellforce Conquest of Io – это стратегическая игра в реальном времени и ролевая игра, разработанная компанией Owned by Gravity. Это следующая часть популярной серии игр Spellforce, которая смешивает в себе жанры стратегии и ролевой игры. События в игре происходят после событий предыдущей части Spellforce 3. Игрок берет на себя роль командира армии, которая должна защищать земли Эо от вражеских сил. Игра предлагает различные расы и классы персонажей, каждый со своими уникальными способностями и игровым стилем. В игре есть множество возможностей для развития персонажа и его армии, а также строительство баз и управление ресурсами. Игроки могут взаимодействовать со своими союзниками, а также сражаться против других игроков в онлайн-режиме. Визуально игра выглядит великолепно, с красочной и детальной графикой, включающей в себя динамическое освещение и разнообразные пейзажи. Также в игре присутствует динамическая погода и дневно-ночной цикл, который влияет на игровой процесс. Отзывы игроков в основном положительные. Игроки высоко оценивают комбинации стратегий и RPG, а также графику и визуальные эффекты. Они также хвалят множество игровых персонажей и разнообразие игровых механик. Однако, некоторые игроки жалуются на некоторые проблемы с балансом игры и неполадки в игровом процессе.
так же как несбалансированные юниты и длительные загрузки. Некоторые также отмечают, что игра может быть немного сложной для новичков. В целом, игра представляет собой интересную и захватывающую стратегическую игру в реальном времени, которая обязательно понравится поклонникам жанра и серии Spellforce. Raid and Rage – это игра в жанре стратегии в реальном времени, разработанная независимой немецкой студией Metalladler Studio. В игре вы управляете группой крыс, которые стремятся завоевать и удержать город от людей и других животных. Игра проходит в 17 веке в городе Бамберг в Германии, где крысы решили сделать свою империю. Вы начинаете игру с небольшой группой крыс и постепенно увеличиваете свои силы, создавая новых бойцов, обучая их навыкам и улучшая их снаряжение. Игра имеет реалистичную графику и звуковое сопровождение, что помогает погрузиться в мир игры. Игровой процесс включает в себя многочисленные миссии, которые вы должны пройти, используя стратегические навыки и тактики, чтобы победить врагов. Игроки должны собирать ресурсы, строить и улучшать здания, производить оружие и обмундирование, а также находить способы, чтобы поддерживать свою армию. В игре также есть множество различных врагов, включая кошек, собак и других животных, которые могут попытаться уничтожить вашу армию. Raid and Rage предоставляет игрокам множество возможностей для развития своих стратегических навыков и тактического мышления. Игра также имеет режим мультиплеера, который позволяет игрокам сражаться друг с другом или играть в кооперативе против компьютерного противника. В целом, Raid and Rage – это интересная и захватывающая игра, которая привлекает своей необычной идеей, качественной графикой и множеством возможностей. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Будет еще вторая часть, где я расскажу про другие ожидаемые игры. А вы можете написать в комментариях, какую игру ждете вы, и может наши с вами мысли совпадут в следующем видео.